Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Текстов в интернете масса, их разновидностей тоже. Продающие, рекламные, информационные, можно и запутаться. Рассматривая идею заработка в интернете путем написания текстов для сайтов и социальных страниц, начинающий автор встретит такие два понятия, как копирайтинг и рерайтинг. Эта работа в интернете весьма распространена. Такой вид деятельности позволяет получать неплохой доход, не выходя из собственного дома. Однако важно хорошо разбираться в особенностях написания статьи. Копирайт – это статья, которую автор пишет самостоятельно, опираясь на собственный опыт и изучая различные источники. Рерайт – это изложение, пересказ статьи своими словами. То есть автор изменяет чужую статью, подбирая синонимы, строя новые фразы, меняя абзацы местами, ну и так далее. Но смысл статьи остается прежним. Различия рерайтинга и копирайтинга в основном заключаются в способе их создания. А как правильно сделать рерайт и какие есть правила и секреты, я вам уже рассказывала в предыдущем видео. Ссылка в описании, если интересно, посмотрите. Новички часто задаются вопросом, чем копирайтинг и рерайтинг отличаются друг от друга. Отвечаю только ценой. За рерайт предлагают обычно не больше 100 рублей, тогда как стоимость копирайтинга может быть в несколько раз выше. Из-за такой ценовой политики в голове начинающего исполнителя сразу возникает стереотип, что копирайтинг это жутко сложно и под силу лишь избранным. Рекламный копирайтинг, да, обычный, которого требует большинство клиентов, нет. И человек месяцами рерайтит статьи за копейки, не подозревая, что мог бы с не меньшим успехом выполнять заказы на копирайтинг и даже SEO-статьи. Но и то, и другое требует изучения других источников, текстов, материалов. Не может человек написать статью о медицине, если он не профессиональный врач. Много ли докторов среди копирайтеров? Лично для меня копирайтинг и рерайтинг не имеют различий, так как я привыкла всегда создавать качественный и оригинальный контент. Рерайтинг чаще всего подразумевает переработку одного текста, замену слов и предложений до неузнаваемости. Однако, чтобы сделать статью по-настоящему интересной и уникальной, мало просто пересказать ее другими словами. Требуется творческий подход, дополнительная информация, изменение структуры. На самом деле, качественный рерайт выполнить ничуть не легче, чем написать текст с нуля. Поэтому я не люблю рерайтинг и считаю, что заказчики используют его для снижения цен. Если задача звучит в духе найти какую-нибудь статью и сделать ее рерайт, то клиент просто стремится сэкономить. На выходе он хочет получить качественный текст с любого исходника. Я сейчас приведу несколько доказательств несостоятельности понятия рерайтинг. Первое, качественный копирайтинг невозможно сделать без дополнительной информации источников. Чаще всего копирайтеры пользуются одним или двумя понравившимися текстами. Тот же рерайтинг, только немного расширенный. Второе, сделать текст уникальным, заменив в нем слова и порядок их расположения. Не так-то просто. Лично мне куда легче изложить смысл статьи своими словами, не ориентируясь на структуру исходного материала. Третье, почему рерайтинг оценивается так низко? Ведь заказчики точно так же придираются к результату, даже если автор просто повторил имеющиеся в первом варианте ошибки. А больше всего меня смешит понятие SEO-рерайтинга. То есть заказчик за копейки хочет еще и оптимизированный контент. Поэтому я сейчас не беру в работу рерайтинг и, честно говоря, не вижу в нем смысла. В любом случае, начинающему автору стоит разбираться в понятиях и знать, чего от него ждет заказчик. И пусть рерайтинг и копирайтинг мало чем отличаются друг от друга, за них все же предлагают разную цену. Знайте разницу и отстаивайте свои права. И те, и другие статьи должны быть уникальными, выполненными грамотно, качественно. Конкуренция среди фрилансеров очень большая, поэтому качеству статей следует уделять особое внимание. Перед написанием любого текста следует составить план. Готовые статьи тщательно проверяют на пунктуацию, орфографические ошибки и опечатки. И уже после этого на антиплагиатора и других полезных программах, независимо от того, копирайтинг это или рерайтинг. И после этого сдают заказчику качественный информативный текст, который будет легко восприниматься читателями. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением. А у меня на этом все. Скоро мы с вами увидимся. Пока-пока.